Приветствуем вас на канале Раиса Греченко, дача, сад, огород, цветы. Мира вам и добра, и красоты в вашей жизни. Этот цветок, это цветок от тех подарочных хризантем, которые я получила в прошлом году осенью. И мы размножали с помощью череночков, разрезали, цветочек оставили, а череночки укореняли. Большая часть черенков укоренилась, где-то 70%, с помощью торфяных таблеточек. И мы их посадили уже в горшочки зимой. Они жили на подоконнике, в маленьких сначала горшочках, а потом чуть больше пересаживали. Естественно, уже весной, когда было тепло в теплице, на день мы выносили в теплицу, а на ночь снова возвращали в дом на подоконник. И так вот к маю месяцу, в апреле где-то, в конце апреля, в начале мая, мы их высадили здесь, в открытый грунт. И сегодня у нас вот эта картина. Мы 14 мая вам снимали видео и показали, как эти хризантемы цвели. Ну, а сегодня они продолжают цветение. И очень интересные, красивые эти цветы. И сейчас здесь у нас такие мощные кусты и с такими раскрывшимися, только частично раскрывшимися большими цветками. Здесь два куста посажены, но вот они настолько мощные, эти растения, что вот одна ветка отошла, и вот она, видите, от основного куста. Здесь основной куст у нас растет, и тоже цветы уже формируются. Есть здесь растение не очень удачное. Это у нас проблемное, но я его тоже наблюдаю за ним. Оно заболело после одного из дождей. И вот рядышком тоже еще очень хорошие кусты. Здесь вместе с розочкой они разместились. И очень красивое сочетание. Цветет там внизу роза. Смотрите, нежный-нежный такой цвет. Нежно-оранжевый такой цвет. И рядышком вот эта белоснежная красота хризантем. Вот они какие красивые. Прошел у нас нынче небольшой дождик. Первый дождик за всю осень. И вот такие капельки водички собрались на этих бутонах. Огромных таких этих цветках. Крупноцветковые. Хризантема из букета. Она вот у нас тоже теперь цветет. И радует нас своей красотой. Ну и не только нас, потому что вижу, что на эти цветы прилетают разные бабочки, разные насекомые. Им нравятся эти цветы. Но вот я хочу вам показать некоторые вещи, которые вы должны знать для того, чтобы получить цветок, крупный цветок на этих прекрасных хризантемовых растениях. Вот смотрите, здесь у нас вот большая ветка и вот один цветок. И здесь уже сколько я обрезала вот этих маленьких таких вот бутончиков. И вот еще один остался. И это в определенный день зеленых операций я обязательно их срезаю. Можно просто бутончик убрать, и все питательные вещества будут идти постоянно именно на этот цветочек. Если оставлять бутоны, то веточка будет занята множеством цветочков, но результата не будет никакого. Еще вот смотрите, у нас тут новый бутон, он еще только формируется. И вот она, большая ветка, много уже срезов. Вот они все срезы были бутонов. Но смотрю, что постоянно идет формировка новых бутончиков. Ну, такой мощный сорт. Поэтому вот хочу, чтобы вы видели, здесь у нас тоже бутончики. Их нужно постоянно или выламывать, или же обрезать, но не давать возможность формироваться новым и новым бутончиком. Вот еще один есть здесь. Мы его тоже обрезаем. Хотя бы сверху вот его убрать. И вот снова же все питательные вещества будут идти на вот этот прекрасный цветок. Цветок, который прекрасно цветет и радует. Ну вот необыкновенные эти цветы, необыкновенные хризантемы. Мне хотелось получить их, и они теперь цветут на нашей клумбе. Хочу вам показать еще один цветочек. Это тоже у нас из черенка. Очень крупные, красивые, лимонные такие хризантемы. Но вот смотрите, здесь у нас оставлена боковая веточка.
И здесь, видите, сколько на боковой веточке, множество вот этих бутончиков. И толку с этого не будет. И цветок чуть-чуть мельче. Ну и, естественно, вот эти цветочки, их нужно было, вообще эту веточку надо было убрать изначально. Мы и сейчас сделаем это. Вот. И один бутон. Конечно, уже поздновато. Рядышком тоже самая ситуация. Я специально оставила, чтобы показать, что это нужно вот обрезать. И оставлять вот эти цветы по одному на ветке. И тогда будет очень крупный, красивый цветок. Вот они какие симпатичные, какие красивые. Казалось бы, был цветок и было укоренение череночков. Ну и вот в результате мы получили вот такие прекрасные цветы. Но нужно обязательно заниматься формировкой. Вот еще один пример, почему многие пишут, высаживали, даже покупали уже готовые растения с крупным цветком, а в результате получаются вот такие маленькие. Почему так происходит? А вот потому и происходит, что никаких формировок зеленых операций, это зеленые операции, не проводятся с растением. Если бы я изначально это делала, как на тех кустах, где у меня уже крупные цветы, то есть обрезала бы вот эти бутончики лишние. Надо выбирать, смотреть, самый красивый по центру. Если он красивый по центру, то мы его оставляем. Но в данном случае он мне не очень нравится, я оставляю вот один. Да, будет позже цвести, но он один остается. Но кроме того, что он один, как будто бы, вы смотрите, будут появляться вот такие боковые, вот, новые бутончики. И здесь боковой еще есть. Вот такая особенность у этих цветов, что они, вот, еще, смотрите, есть. Вот. Здесь тоже нужно обязательно. Все по веточке нужно обязательно обламывать. Оставляем одну веточку. И оставляем несколько на кустики для того, чтобы они развивались и полностью обеспечивали свои цветы нужными питательными веществами. И еще одно важное условие. Пожалуй, нету неважных условий, но вот оно наравне с тем, что мы формируем цветы, вот эти крупные цветковые, высокие наши хризантемы. Обязательно нужно их подкармливать. Вот перед цветением обязательно калий, магний. Мне пишут, что просто берут навоз, разводят его, выдерживают там месяц и поливают. Но эти цветы требуют не азота сейчас, а именно обязательно в этот период, когда начинается закладка бутонов и вот раскрытие бутонов, обязательно должен быть калий и магний. Вот эти два элемента питания очень им нужны в этот период. И мы обязательно делаем такие подкормочки. По листьям делаем. И причем я делаю 2 такие подкормки, а иногда даже 3 подкормочки, когда вот есть какие-то неблагоприятные условия. Обязательно калий и магний. Калий и магний – это секретные 2 удобрения, которые нужны вот для того, чтобы получать вот эти прекрасные цветы. Тогда не будет массы зеленых листьев. И если сейчас использовать органику, и не только органику, а какие-то другие азотные минеральные удобрения, тогда вы будете получать листья. Бутоны не будут формироваться без калия и магния. Основная у нас сейчас подкормка калий и магний. Ну вот они уже цветут, поэтому я сюда уже никаких подкормок им не даю. При цветении они формируют очень хорошие корни, и я их не срезаю, а даю возможность, чтобы они цвели, и тогда очень хорошие получаются кусты уже для того, чтобы в следующий год их рассаживать. Но вот эти кусты мы обязательно их выкапываем в горшки и в теплицу переносим уже перед самими морозами. Они уже перецветают, остаются, а потом их в теплицу. И если сильные морозы, то, естественно, еще и укрываем агроволокном. Но в данном случае, если нету таких ситуаций, то они остаются в теплице до весны. Срезаем череночки и уже из кустов снова же размножаем и высаживаем вот эту красоту. Попытаюсь сейчас вам показать. Вот целый рядочек вот этих красивых цветов под теплицей. Очень красивые цветы. Очень ароматные хризантемы. Мои хризантемы пахнут обалденно и дарят всегда приятное настроение именно осенью. Ну вот мы вам показали и рассказали
что сейчас происходит с нашими хризантемами, крупноцветковыми, которые мы в прошлом году разрезали на череночки. И эти цветы превратили уже в новые красивые кусты, которые цвели у нас во второй половине мая. Затем я их обстригла, и вот они создали такие красивые кусты. И теперь опять цветут. Цветут в конце октября, первые цветы стали раскрываться. И сейчас, сегодня 1 ноября, они продолжают свое цветение. Видео подготовили Раиса Кириченко, Александр Волик. Всего вам самого доброго. До новых встреч на нашем канале. И пусть эти встречи всегда будут приятными, потому что мы любим цветы, любим всех, кому мы дарим свои знания и опыт. И всем посылаем всегда пожелания счастья, радости, позитива в вашей жизни. Будьте счастливы. До новых встреч на нашому каналі. Вітаємо вас на каналі Раїса Греченко, дача, сад, город, квіти. Миру вам та добра. Сьогодні ми вам показуємо наші хризантеми, які були в минулому році ще восени у вигляді однієї квітки подарункові. Ми їх нарізали на живці і зробили ці живці укорінення їм з допомогою торфяних таблеток. І вони у нас росли. Спочатку укорінилися, ми їх пересадили в горшочки, маленькі, потім більші. Коли вже в лютому сонечко було в теплиці, тепліше, на день ми виносили їх. І вони тут росли, більші горшочки пересаджували. Коли вже було тепло, ми їх висадили в ґрунт. І вони, друга половина травня, дуже гарно квітнули. Дуже рано, ніколи такого ми не бачили, щоб весною, якраз навесні, хризантеми квітли. Але вони квітли, і ми показували це, наші глядачі говорили, що не може бути, щоб вони двічі квітли у році, тим більше, що такий короткий період. Ну, от ми з ними далі працювали, і ми зараз розкажемо, що треба робити, щоб такі були гарні, дуже-дуже велика квітка, і вона тільки наполовину розкрилася. Ось я, бачите, на мою, отак. Бачите, моя рука, дуже великі квіти і тільки розкриваються. Ось бачите, який гарний кущ. І я зараз вам розкажу, покажу, що треба робити для того, щоб були такі здорові, гарні квітки, хризантем. І ви можете подивитися під нашим відео. Ми розказуємо, де, коли і як нарізали живці, як їх укорінювали. І зараз ви зможете це зробити, подивитися і побачити ось такий результат. Дивіться, це у нас ще один сорт, теж дуже гарна квітка. Це у нас більш така кофе з молоком, вона не чисто біла. Це теж наші квіти із живців. І як отримати оці такі гарні великі квітки. А для цього ми весь час їх, бокові оці живці і бутончики ми обрізаємо. Тут от обрізаний, а ось дивіться, на цій квітці, я хочу вам показати, є от бутончики. Якщо їх залишати, а їх завжди багато, то вони будуть, от як бачите, залишила спеціально для того, щоб показати на відео, що ці бутони треба відрізати гарнесенько і залишати цю квітку. Далі дивіться на цій квітці. Теж сама ситуація. Треба весь час їх обрізати. Навіть зараз не страшно обрізаємо ці бокові малесенькі бутончики. Бачите, вони забирають на себе багато важливих поживних речовин, і квітка трохи менша. Якби я обрізала, то вони були б ще крупніші. У нас там далі є ще крупніші. Але я хочу вам показати далі, внизу. Коли я оці зрізала, вони вже, бачите, тут є зрізані. Ми зрізали їх. От. Що робить далі рослинка? А вона далі внизу, ось дивіться, що вони роблять. Вони далі формують, знову ж таки, бутончики і квіточки. І тому їх треба завжди обрізати. Листочок залишаємо, а квіточки ці обрізаємо. Ось таким чином. І тут теж. Якщо хочемо велику квітку, то ми повинні весь час займатися обрізкою. Обрізкою оцих бокових, нових. Бачите, скільки їх багато? Тут багато.
І тому такі вони у нас трошечки менші, чим вони були, коли купувалися. Вони трохи були ще більшими, ця квітка була. Так вони, бачите? Такі вони. Для того, щоб квітка була така велика, яскрава, дуже необхідно робити підживлення. Знову ж таки відповідаю на питання наших глядачів. І справа в тому, що є ті, хто написали нам, ми їх, ці всі наші хризантеми, весь час зеленими добривами поливаємо. Вони такі гарні зелені виросли, листя багато, квіток немає. І все, вони тільки ці добрива використовують. Хочу вам сказати, на початку сезону так, можна зелені добрива, я використовую 1-2 рази, але це ще червень місяць. А потім необхідно давати поживні елементи, такі як калій та магній. Ось уже по листю у нас у вересні було проведено по листю 2 підживлення, це були елементи калій та магній. Саме калій і магній у цьому поєднанні дають дуже важливий яскравий колір. Ось такі вони дуже гарні, великі квіточки. І вони оцей колір отримують завдяки цим 2 елементам, про які ми говорили, 2 елементам, які називаються калій та магній. Без цих підживлень просто квіти не будуть такі мати і розмір, і колір. Колір теж дуже важливо отримати той, який необхідний. Він у нас виходить тільки завдяки тому, що рослини мають таке підживлення і рослини отримують необхідні елементи живлення. Це у нас вже 2 умови, які необхідні для того, щоб отримати велику квітку на оцих високих квітах, хризантемах. Не тільки ті, що у нас з живців дуже великі, а і для всіх інших квітів. У нас їх дуже багато. Ми про них ще будемо говорити, розказувати, показувати. Але я сьогодні відповідаю на питання саме про великі квіткові, які ми розмножуємо завдяки живцям, які нарізуємо з квіток. Квіток, якщо є подарункова квітка, ми її нарізуємо. Якщо є можливість купити щось новеньке, обов'язково купимо і розведемо ці квіти. Ну що ж, наше відео підходить до завершення. Ми показали квіти, отримані з живців, які ми отримали з квітки минулого року восени. І ось такий ми маємо гарний продовження гарного подарунку з однієї квітки. Зараз маємо вже багато квіток і зможемо далі їх розмножати і вирощувати на своєму квітнику. Відео підготували Раїса Греченко та Олександр Волік. На все добре. Бувайте здорові!